Андрей Ломачинский. Записки судмедэксперта. Вольфрамовая звездочка. Этот случай тоже о странном питьи. Как вы уже знаете, нашими соседями были артиллеристы из артиллерийской академии. И еще вы, наверное, знаете, что у всех, кто носит погоны, принято обмывать каждую новую звездочку, что туда прикручивают при присвоении очередного воинского звания. Медики обмывали свои звездочки весьма прозаично. Нальют в мензурку разведенного спирта, кинут туда знак отличия, а потом спирт выпьют. Правда, были уникумы, что спирт не разводили. Тогда его надо было махом глотать, а это опасно. Можно ненароком и новенькую регалию в пищевод отправить. Хорошо младшим офицерам, там звездочки мелкие, а если майор и выше, такой звездой и подавиться можно. Но у артиллеристов дело обстояло совершенно по-другому. У них был свой ритуал. Выполнялся он далеко не для всех. Надо было умудриться получить очередное звание в стенах артиллерийской академии, да еще не просто так, а в период практических занятий. Тогда учебная группа артиллеристов сбрасывалась на несколько бутылок коньяку, чтобы отметить присвоение чина своему товарищу. Вся группа пила коньяк просто и без затей, со стаканов. А вот имениннику доставалось. Старший группы заливал полстакана коньяка в ствол только что отстрелявшейся пушки, а потом сливал черно-серую, пахнущую гарью и порохом мутную жидкость обратно в стакан. Туда бросали звездочку, а потом под дружное ободрение давали до дна выпить счастливчику. Последствия обычно были или никакие, или дело ограничивалось легким поносом. Правда, изредка организм отказывался принимать отдающую металлом горькую гадость. И тогда новопроизведенный под бравурные аплодисменты просто блевал. Вырвать на глазах у всех было зазорно, но даже в этом случае офицер считался порохом прожженным настоящим артиллеристом. В этот раз стреляли где-то далеко, километрах в 100 от города. Новоиспеченный майор Лобанов решил от традиции не отступать. Коньяк на всю группу закупили заблаговременно. А тут еще и второй повод появился. Группа отстрелялась на отлично. В город отъезжать только завтра. Можно и ритуал соблюсти, и выспаться. «Эй, старший! Товарищ подполковник, давай, выполняй обязанности. Заливай пушку, крести майора». Ополоснув звездочки, майор, морщась, проглотил пушечный коньяк. Скрутило желудок, от отвратительного вкуса во рту тут же потянуло на рвоту. Сослуживцы, смеясь, протянули шоколадку, а потом поднесли вторую, уже нормальную чарочку. Отлегло, похорошело. Майор принимает поздравления. День закончен, товарищи офицеры идут на ужин, а потом возвращаются в палатку допивать припрятанное. К ночи все опорожнили. Посидели немного, потренькали на гитаре, повспоминали прежнюю службу и курсантскую молодость. Пора и спать ложиться. И тут майору Лобанову становится плохо. Народ диву дается. Вроде выпито не так уж и много, чтоб с такого количества взрослого мужика развезло. Но совет народный прост. Иди в кустики, а там 2 пальца в рот и всех делов. Майор поднимается и тут же падает. Во развезло так развезло. Пытаются его отнести в палатку. И тут замечают, что майор совершенно ни на что не реагирует. Он не пьян, он без сознания. Все во хмельку, поэтому особенно светиться никому не охота. Может, сам отойдет? Майора хлещут по щекам, в лицо плеснули холодной воды. Похоже, что сам не отойдет. У Лобанова начались судороги, изо рта пошла пена. Эх, какой вечер испорчен. Хочешь не хочешь, а надо звонить врачу этого учебного полка. Если вызвать городскую скорую, то когда она в эту глухомань приедет? Прибыл военврач на зеленой санитарке УАЗике. От майора запах алкогольный, поэтому первый вопрос. Сколько выпил? Сказали не то чтобы честно, а раза в 2 преуменьшив от греха подальше. Да от такого не то, что не упадешь, а даже не зашатаешься. А про обмывание звездочек коньяком с пушечного ствола вообще молчок.
Тут майора опять судороги бить начали. Врач опрос прекратил. Что-то делать надо. Быстро отвез его в полковой пункт, где вколол ему все противосудорожные препараты, что только были. Судороги стали слабеть, а вот и вовсе исчезли. Меряет доктор давление, щупает пульс, все в норме. Но сознания нет. Кричит в самое ухо, щекочет ребра, щиплет в самых болючих местах, трет грудину, что из силы сдавливает пальцы, колет иголкой. Никакого ответа. Неврологическая активность на нуле. Вот и дыхание мельчает, становится все реже и поверхностней. «Срочно неси КАИ-4!» – орет врач фельдшеру. Тот прибегает с небольшим кислородным аппаратом для реанимации в полевых условиях. Маску на нос и бегом в машину. Едем в клинику военно-полевой терапии. Начмед артиллерийской академии с соседями уже созвонился. Привезли Лобанова в клинику. Сразу заинтубировали. Засунули в трахею трубку, к которой подключается аппарат ИВЛ. И настоящий стационарный аппарат искусственной вентиляции легких подключили. Дежурные терапевты на такого больного глянули и решили: не в ту клинику привезли. Похоже, у него кровоизлияние в мозг. Но прежде чем отфутболить майора в нейрохирургию, а это снимать с аппарата и капельниц, вызывать спецтранспорт со спецбригадой, ой, какая морока. Надо точно в правильности диагноза убедиться. А вдруг это менингит? Сделали люмбальную пункцию. Взяли на анализ немного спинномозговой жидкости. Кстати, бытует в народе мнение, что от пункции может парализовать, якобы из-за того, что в спинной мозг укололи. Глупости. Парализует, скорее всего, по той же причине, для диагностики которой пункцию и делали. А в спинной мозг уколоть таким образом просто невозможно. Он гораздо выше заканчивается. Наши мозги окружает всего около 150 мл светло-желтого ликвора. Если инсульт, то там может быть кровь. Если инфекция, то гной. Тогда ликвор мутный. У майора Лобанова ликвор оказался абсолютно нормальным. Первоначальные подозрения отпали. Взяли кровь на экспресс-анализы. И зацепиться не за что. Уровень алкоголя в крови и вправду незначительный. Ни алкалоидов, ни барбитуратов, ни наркотиков. Тесты на цианиды, фосфоротравляющие соединения, свинец, ртуть, мышьяк, сурьму – все отрицательные. Сутки проходят, изменений никаких. Прошли вторые сутки. Все так же аппарат за майора Лобанова дышит, но динамика умеренно отрицательная. Стали почки сдавать. На третьи сутки организм майора совсем перестал мочу выделять. Начала развиваться уремия. Состояние, когда организм травится накопившимися продуктами белкового распада. Пришлось подключить аппарат искусственной почки и провести гемодиализ. Что же это такое? Полевые терапевты вкупе с военными токсикологами все возможные варианты перебрали. А может, это финал бериллиоза, хронического отравления бериллием? Или острая интоксикация талием? Такую экзотику на ВПТ не проверить. Зато можно запросто ее проверить у соседей. Рядом с клиникой находится кафедра токсикологии. Даже на улицу выходить не надо. Оба здания связывает длинный застекленный коридор. В одной из лабораторий той кафедры делали парно-индуктивную плазмоэмиссионную спектрометрию. За длинным названием, описывающим физическую суть метода, спрятан принцип его работы. В специальных условиях взятый образец превращается в плазму. В плазме уже нет молекул, одни ионизированные атомы. Самый простой пример плазмы – это пламя. Так вот, его излучение можно разложить по спектрам, и эти спектры отдельно померить. Каждый элемент излучает только свой, очень характерный свет, точнее набор световых волн специфического спектра. О структуре вещества этот метод ничего не скажет. А вот о наличии там самых редких элементов в самых незначительных количествах указывает безошибочно. В данном случае во всех биологических жидкостях нашли вольфрам. И не в каких-нибудь ультраследовых количествах, а в концентрациях в 2000 раз превышающих норму. Это в крови. В моче в 10 раз ниже, но тоже впечатляет. 200 раз от нормы.
Вольфрам – это самый жаропрочный из всех известных науке веществ. Например, из него делают спирали в лампочках накаливания. И обрабатывают стволы некоторых артиллерийских орудий. Не знал майор Лобанов, что с медицинской точки зрения вольфрам – тяжелый металл, и отравления будут протекать схоже с отравлениями свинцом, мышьяком или ртутью. Знал бы, не пил эту гадость. Артиллеристы до него пили из старых пушек, где ствол – одна сталь. Там действительно смывается только сажа от сгоревшего пороха, да относительно безобидные окислы железа, типа ржавчины. Стволы же новых орудий какой только гадостью не покрывают. Начали проводить хелатную терапию, вводить вещества, чьи молекулы хватают ионы тяжелых металлов словно клешнями. Отсюда и латинское слово. Хелатами древние римляне называли отварные клешни раков и крабов, куда для красоты вкладывались маринованные оливки. Такой вот натюрморт на молекулярном уровне нейтрализует яд и легко выводится из организма. Недельки через 2 почечные функции восстановились. Еще раньше майор Лобанов пришел в сознание и рассказал о дурацкой традиции как причине появления вольфрама в его организме. Здоровье его быстро улучшалось, и через месяц он выписался доучиваться в своей артиллерийской академии. Майор выздоровел, а вот традиция умерла. Древний проявитель. Хочется рассказать еще об одном отравлении редкими металлами. Событие сравнительно недавнее. С медицинской точки зрения случай ясный, а вот с судебной не очень. А еще в этой истории поражает спектр дурацких версий, коими оперировало следствие. Вообще нам, старикам, привыкшим к профессионализму и щепетильности военной юстиции советского времени, становится обидно за ее сегодняшнее состояние. Технический прогресс медицинской криминалистики, что случился в последние десятилетия, зачастую нивелируется откровенным дилетантизмом и нежеланием добросовестно выполнять, в общем-то, тяжелую следственную работу офицерами 2000-х. Все причины халатного отношения к столь ответственному делу анализировать не берусь. Хотя главное на поверхности. Офицер из привилегированного советского человека превратился в российского изгоя-неудачника. И в материальном плане, и в карьерном, и в социально-психологическом. А поэтому вдвойне обидно. Ну да ладно, отвлеклись. Рядовой Виталик Смирнов призвался в июне 2003 года. В родном Татарстане ему служить не довелось. Попал он далеко, в Белогорский гарнизон, на военный аэродром 11-й воздушной армии, что близ села Вожаевка Амурской области. Как ко всякому молодому духу, к Витальке прилепилась парочка обидных кличек. Для дедов тормоз, среди молодых угрюмый. Нельзя сказать, чтобы Смирнов был совсем уж плохим солдатом или чмошником по жизни, но деды чморили тормоза не только для порядку, сколько за его манеру говорить, якобы тугодумие и замедленную реакцию. Как у всех новобранцев, забирали деньги и продуктовые посылки, но такое можно вытерпеть. А вот когда вместо сна заставляют по ночам отжиматься или висеть в позе сушеного крокодила, от такого тяжеловато не только в теле, но и на душе. Хотя солдаты его призыва Виталия уважали, во всяком случае, по их словам, за год угрюмый никому подляны не кинул. А получалось, что кинул сразу всем. Прошел без малого год службы. В гарнизон должна была приехать комиссия, и командование приказало солдатам прибраться на складах, что забиты невесть какой дрянью еще с советских времен. Вот какие-то банки с просроченными фотореактивами, вот громадные узкие бобины от фотопулеметов, вот широченные рулоны давно уже негодной пленки для аэрофотосъемки. Раньше летунов-ПВОшников частенько поднимали на учебный перехват. Но не будешь же по-настоящему валить коллегу с соседней части, кому дано задание потрепать вам нервы.
Поэтому вместо пушек и скорострельных пулеметов вооружали самолет специальным фотоаппаратом со сверхчувствительной пленкой высокого разрешения. Один выстрел – один кадр. Потом пленочка проявляется, и сразу ясно, сбит противник или нет. Но уже в эпоху 23-25 МиГов в дело больше пошла электроника. Ствольное вооружение уступало свое место ракетам. И начала пленочка копиться на складах. А к этой пленочке и спецпроявитель. Процесс проявления особый, поэтому проявитель поступал не в стандартных наборах, а каждый химикат по отдельности. Еще большее удобство при обработке разведывательных фотографий после аэросъемки, где выдержка длиннее, ведь вместо чувствительности на первое место выходит разрешающая способность. Изменил состав, и вот они тебе, столь важные в разведке, мелкие детали. Но вот даже аэрофотосъемка стала больше цифрой, и уникальные компоненты спецпроявителя так и остались лежать невостребованными. Среди них и банки с нитратом талия. Вообще-то перед работой командир выстроил на плацу солдат и предупредил, что на складе находится какой-то ядовитый порошок. Вещество на вид похоже на сахар, но при соприкосновении с кожей становится зеленым. Как там его? Тальк, что ли?» Солдаты захихикали. Тальк – это абсолютно безвредная присыпка, чем пересыпают опрелости. Еще штангисты да гимнасты на соревнованиях мажут им руки. В ответ командир рявкнул избитую армейскую шутку. «Сейчас все пойдут грузить алюминий, а умные – чугуни и дерьмо. Разговорчики, мать вашу. Короче, яд в тех банках, где череп с костями». История использования талия в советских войсках весьма известная. Начиная с начала 50-х, этого вещества было полно у каждого прапорохозяйственника. Применялся он с одной единственной целью. Являлся основным действующим началом антиротендантного препарата крысомор. Думаю, с таким названием пояснять много не надо. Антиротенданты – это то, чем крыс, мышей травят. Поначалу казалось, что талий очень удобен в этом отношении. Легко растворим в воде, ни вкуса, ни запаха. Срок хранения вечный. Токсичность его не убывает. А главное, действует он не сразу. Крыса, она ведь зверь умный. Приманку сразу не ест, а так лишь лизнет чуть. Или вообще чудеса социальной сплоченности показывает. Одна крыса жрет, а остальные смотрят. Дай им острого яда, типа цианида, так они быстро фишку раскусят и больше к такой приманке не подойдут. А талия наелись и ничего. А потом раз и все сдохли. Соединение талия во много раз опаснее аналогичных соединений ртути, свинца или кадмия. В начале 60-х с талием существовали также официальные прописи средств от тараканов. Официальная пропись от латинского officina – аптека. Техническое указание военному провизору, как изготовить тот или иной препарат. Официальные прописи находились в приложениях к главной военно-медицинской доктрине и руководству по медобеспечению, своего рода уставах военврача. Только одна нехорошая черта у этого яда оказалась – его же собственная стойкость. Ведь действует всего лишь ион металла, с которым ничего произойти в принципе не может. Поэтому применение такой отравы быстро загрязняло продуктовые склады. Когда гигиенисты стали находить талий в приличных концентрациях в муке и сухофруктах, то в середине 60-х директивой главного армейского гигиениста применение талия там запретили. Но оказалось, что эта дрянь даже через кожу в организм запросто попадает. Пришлось убрать талий из вещевых складов. А в самом начале 70-х приказом главного санитарного врача талиевые инсектициды и препарат крысомор были вообще запрещены к использованию и сняты с производства. Такая отрава повсеместно исчезла и в армии, и на гражданке. Остался талий только в промышленности, где из него делают какие-то полупроводниковые детали и что-то для инфракрасной оптики. В пиротехнике – зеленые салюты и как компонент цветного проявителя.
И, как ни странно, в медицине. В микроскопических количествах этот элемент и его изотоп используют при тонких радиологических исследованиях сосудов сердца. Однако и как лекарство тоже. Из талия готовят специальную мазь для удаления волос при стригущем лишае. Ведь даже легкие отравления талием приводят к быстрому облысению. Правда, применяется такая мазь все реже и реже. Уж слишком медленно талий выводится из организма. И, наверное, поэтому уже полно лысых фотографов. Рядовой Смирнов всех этих тонкостей не знал. Вот что ему реально понравилось, так это то, что азотно-кислый талий действительно похож на сахар. И родился такой вот несложный план мести засушенного крокодила. Угрюмый Тормоз открыл банку с талием. О чудо! В банке порошок оказался не навалом, а зафасованным в пакетики. 2 пакетика талия он и спрятал в сапоге и принес в казарму. Вот действительно Тормоз. Хоть бы командирский инструктаж внимательно слушал, что талий даже через кожу в организм попадает. 3 недели Смирнов выжидал момента. И, наконец, 27 мая 2004 года, стоя в наряде дневальном, дождался. Рота ушла на ужин, и тогда Угрюмый прошел в коптерку и смешал талий с сахаром. Он рассчитывал, что 3 его главных обидчиков, деды Голиков, Рамаданов и Гринвальд, будут вечером чаевничать и получат свою дозу яда. Но случилось непредвиденное. Вечером в коптерке собралось сначала 9 бойцов, затем подтянулось еще 24 человека, в том числе 2 офицера и прапорщик. И все чаек с сахарком тем употребили. А вот дембельская троица, ради которой все и затевалось, в этот вечер чаевничать даже не пришла. Сутки в роте прошли без особых происшествий. Потом появилось у бойцов сильное недомогание. Клиническая картина, точно грипп или начало воспаления легких. Однако аэродромный начмет оказался молодцом. Раз куча народа с одним и тем же враз привалила, респираторными инфекциями такое объяснить непросто. В таких случаях в первую очередь следует выявить, что у этой группы общего. Кушали в столовой. Так все там кушали, и всем ничего. Чем таким необычным занимались? Ага, в начале мая чистили склады от каких-то ядов. Интересно. Звонок в окружной госпиталь. Потом гарнизонному гигиенисту. Тут еще клиническая картина поменялась. У бойцов начинают руки-ноги отказывать. Такое поражение нервной системы – верный признак отравления тяжелыми металлами. Срочно всех в госпиталь. Там взяли у солдат кровь на спектроскопию. Все ясно. Знаменитая ярко-зеленая спектральная полоса. Такое только у талия. Самым тяжелым оказался Ванька Манкош. У этого бойца развилась так называемая токсическая полиорганная недостаточность. Состояние, когда из-за яда отказывают все органы. Состояние настолько тяжелое, что солдата признали нетранспортабельным. Нельзя такого возить, точно помрет по дороге. Однако и на месте сохранить жизнь ему не сумели. Через месяц с небольшим он умер. Остальных же бойцов погрузили на самолет и отправили в Питер, в знакомую нам клинику военно-полевой терапии. Всего 33 человека. Потом, правда, к этой группе еще 2 присоединились. Сам Смирнов, не зря же он пакетики с талием в сапоге носил, и рядовой Розовиков. С этим случился казус. В момент отравления он был в отпуске, а как вернулся, то попил воды из кружки, в которой оставались следы талия. В этом случае про бойца ничего плохого сказать нельзя. А вот о военном следователе, судмедэксперте и гигиенисте – это же надо, не только вещдок проигнорировали, но еще и потенциальный источник отравления. Вообще следствие чудило. Вначале версию умышленного отравления никто всерьез не рассматривал. Возбудили уголовное дело по статье 236, часть 1 УК России. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил. А когда делали обыск в казарме, то нашли марихуану. Вот уж невидаль. Да в какой современной казарме ее нет?
Только следак почему-то выдвинул нечто совершенно несуразное, что солдаты набрали на складах нитрата талия, а потом его курили вместе с гашишом. Такое вот естественное желание курнуть анаши с просроченным проявителем. А как же офицеры и прапор? Что, тоже дурью с порошком баловались? Потом взялись за командира, с дуру перепутавшего талий с тальком. Мол, из-за этой глупости у тебя солдаты его вместо присыпки от пота в портянки насыпали. Вот взяло бы следствие и само попробовало. Вмиг ноги, как у старого бронзового памятника, стали бы. Все дело на места поставило чистосердечное признание самого рядового Смирнова. Не расскажи он, что и как, то, скорее всего, и не догадались бы. Это во времена товарища Сталина признание обвиняемого служило главным доказательством вины. Сейчас у нормальных следаков все же прямая улика выше котируется. А вот на гарнизонном суде, что проходил по месту в Белогорске, Смирнов заявил, что никого не отравлял и отказался от своих показаний на предварительном следствии. Примечательно, что сослуживцы Виталия также не верили в его виновность. По их словам, для мести с его стороны они не давали никакого повода. Во время службы над рядовым смеялись, но никогда не избивали. Прокуратура обвинила Смирнова по статьям 111 и 112 УК РФ в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего, и умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Суд признал его виновным во всех этих преступлениях. Сам Виталий свою вину так и не признал, но 7 лет все же получил. Кстати, на суде своих сослуживцев Смирнов сразу не узнал. По 30 кило веса сбросили, волосы повыпадали, ногти послущивались, неврологические расстройства страшные. Даже ходить не могли, после паралича заново стоять учились. Да и как иначе, если изначальная концентрация талия в их организме превышала нормальную от 300 до 1000 раз. Хоть талий и редкий металл, но отравление им не редкость. Популярен он и у братвы, как средство для разборки по-тихому. Но, пожалуй, самое нашумевшее талиевое отравление произошло в Японии. Там одна сельская девчушка потихоньку травила собственную мать, но при этом описывала все свои действия и душевные чувства в интернете. Завела себе страничку в живом журнале и выставила свое страшное преступление на обозрение всему свету. Поначалу никто особо и внимания не обращал. Мало ли, какую ерунду люди пишут. А вот когда мать умерла, и полиция дочь матери-убийцу повязала, то следаки просто ахнули. Все признание уже подробненько описано в виде дневничка с точной хронологией. И какие мучения ее любящая матушка при этом испытывает. А мать лишь плакала и причитала, мол, помру я, кому же о тебе, сиротинушке, позаботиться? В данном случае суд прошел без казусов. Господа присяжные, вот вам и ответы на вопросы. Когда, сколько и как. Один только вопросик остался. Зачем? А затем пошла эта тварь на такое действие с одной единственной целью. Чтобы прославиться. Японцы этот журнал из нетворка убрали, да на разных зеркалах. Одинаковое содержание веб-страниц, расположенное на других сайтах, чаще всего неподвластных властям той или иной страны. Появились его полные переводы на английском. Воистину, наш мир – странное и жестокое место.